Здравствуйте! Сегодня я вам хочу показать, как вязать крючком по кругу, чтобы не было шва. Потому что у некоторых вязальщиц получается сзади шов. Для начала делаем петлю и набираем количество петель, которые вам необходимо, плюс одна обязательно. Сейчас я вам расскажу, для чего нужна лишняя петля. Ну вот, набрала я несколько петель. Теперь цепочку расправьте, чтобы она не перекрутилась. И в самую крайнюю петлю введите крючок. Но вы эти две петли не провязывайте рабочей нитью, а эту петлю протяните через петлю, которая у вас была последняя на крючке. И теперь я буду набирать 3 воздушные петли. Я буду показывать на столбиках с одним накидом. Набираем воздушные петли. 1, 2, 3. И вяжем столбики с одним накидом в кольцо. Вяжем столбики с одним накидом в петли кольца. Цепочку из воздушных петель мы замкнули по принципу вязания на круговых спицах, когда вяжут изделие в круговую. Итак, вяжем до конца круга. Вот мы дошли до конца круга. И в последнюю, в третью петлю воздушной цепочки делаем соединение. Вот мы соединили круг. Теперь набираем 3 воздушные петли подъема. Сейчас я покажу, как я вяжу следующий ряд. И еще один метод, а вам уже выбирать. Я вяжу не под петлю, а в петлю и чуть левее. Вот так получается. Чуть левее. Во-первых, петля не вытягивается. И во-вторых, столбики у нас будут идти вот четко столбик над столбиком. Если вы будете вязать под петлю, оно, конечно, легче, то смотрите, как она расположена. Она расположена между столбиками, получится у вас. А за полупетлю тогда она вытянется. Поэтому я ввожу крючок. Вот здесь вот еще петелька видна. Через 2 петли. Но в этом случае возникает один нюанс. Сейчас я вам покажу.
Вот не за полупетлю берем, а чуть левее, вон там еще видна одна петля. При этом вязании получается вот такая дорожка, шовчик. Можно вязать по-другому. Под петлю, но нигде легко вязать, а прям под петлю и в столбик вводить. Чуть левее. Тогда этой дорожки не будет. Но это проблематично. Ну, может, кто как приноровится. Вот, значит, нить идет. Вот она. И вот немножко левее. Тогда нет шва. Ну, вот уже результат виден. Значит, здесь у нас шва нету. Здесь со швом. Давайте вязать дальше до конца кругового ряда. Ну вот, довязала я второй ряд до конца. Вот у меня здесь воздушные петли подъема, здесь тоже, здесь столбик, над столбиком провязала. Третью петлю вводим крючок и провязываем. И смотрим, шва у нас нет. Опять набираем 3 воздушные петли подъема. Еще один ряд я вам покажу. Но я буду вязать уже по-своему. Вот видите, как я вяжу, у меня шов. Можно вязать без шва между рядами. Но это более тяжелый метод. Итак, вяжем третий круг. Ну вот, довязали мы третий ряд. В третью воздушную петлю подъема соединяем. Ну вот, довязываю я четвертый ряд, вернее уже довязала. Опять в петлю подъема в третью вводим крючок и соединяем. Все, никаких швов, никаких перекосов. И четко столбики над столбиками идут. Единственное, что здесь полоска получается. Вот в первом ряду я вязала, показывала вам. Вот здесь полоса, а здесь ее нет. Но это уже кому как понравится, кто как осилит. Столбики не перекашиваются, положены четко один над другим. Край наборный ровный. Никаких поворотных рядов, ничего. Только сплошное вязание по кругу. Всего вам доброго, спасибо за внимание.